Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем еще один разбор, и название к нему звучит так: «Его истинные чувства к вам сегодня». У нас будет 3 позиции. Выкладываю их перед вами, загадывайте ваших мужчин. И для начала мы сделаем сигнификацию мужчины, да, для того, чтобы вы его узнали, для того, чтобы вы смотрели более, да, предметно, конкретизированно на своего человека. Так как вас очень много, да, и без сигнификации очень тяжело определить, на самом деле, стоит вам смотреть разбор или нет. Значит, после сигнификации мы посмотрим, кто вы для этого человека, кто вы в его жизни. И, конечно, его истинные чувства к вам. Двоечки, троечки идут в ожидание. Начинаем с единиц. Кто к нам пришел? Угу. Мужчина моложе вас. Смотрите, здесь человек, который не любит работать. Он, безусловно, занимается каким-то видом деятельности, да, то есть работать-то он работает, кушать же ему что-то нужно, но он ищет себе какое-то такое тепленькое место в жизни, да, которое, знаете, звучало бы так: где бы не работать, лишь бы не работать. Человек крайне ленивый и очень незрелый для своего возраста. Незрелый почему? Потому что он не умеет решать проблемы, которые возникают у каждого, да, наверное. Вот. Он эти проблемы стремится как-то, знаете, то ли он убежать от них стремится, то ли избежать вообще подхода к этим проблемам. Значит, перекладывает эти проблемы на чьи-то другие плечи. Здесь может быть вот прям маменькин сынок. Классический, да, у которого и в 40 лет мама решает, что он наденет вообще на работу, и на какую работу он будет ходить, и что он будет кушать. Сыночка-корзиночка такая, понимаете? То есть здесь человек, который все время перекладывает решение каких-то вопросов его собственной жизни на чужие плечи, на другие плечи. Человек, который все время что-то планирует и никогда ничего не делает. То есть у него в планах открыть новый бизнес, заработать много денег, устроиться на хорошую работу, купить квартиру. И все это остается только в планах. То есть он не воплощает свои планы в жизнь из-за собственной лени. И, как он считает, из-за того, что все жизненные ниши уже заняты. То есть зачем мне шевелиться, зачем мне что-то делать, если куда я не тыкнусь, везде уже там монополии какие-то, да, люди зарабатывают свои деньги, я все равно их не заработаю. Ну, знаете, такая удобная позиция. У меня все равно ничего не получится, так и зачем же что-то делать, да, собственно, и делать ничего не буду. Здесь человек все время выбирает себе женщин постарше. И для чего он это делает? Да? У него существует внутренняя потребность в сильной женщине рядом. То есть женщина, которая с ним находится в отношениях, она должна априори, да, быть для него мамой. Мамой, которая говорит, что делать вот в каждую минуту жизни. Мамой, которая возьмет на себя решение всех вопросов, в том числе и обеспечение этого человека деньгами. Он не ищет себе равноценного партнера, он не ищет себе любимую, он не ищет себе даже любовницу, он ищет себе маму, которая решит все. А мама у нас еще что? Мама у нас принимает своего ребенка любым. Соответственно, он этого же и требует от женщины, да, чтобы женщина, находящаяся с ним в отношениях,
прощала ему все. Да, его ленность, его глупость, его отсутствие стремления куда-либо. Вот. А может быть, он еще и желает погуливать, да, и чтобы она принимала, прощала и так далее. Вот. То есть здесь мужчина вот такой, он не вырос. И любая проблема, любое требование со стороны женщины воспринимается им как повод для головной боли. Знаете, вы ему говорите, например, там, ну, хочешь со мной встречаться, давай подумай там о чем-то, давай вместе поедем отдохнем куда-то, да, и ты все оплатишь. И все, и у него сразу там болит голова, боже, что она такое сказала, это невыполнимые какие-то вещи, как мне жить? Понимаете? То есть вот здесь человек любое обязательство, возложенное на него, сразу воспринимает вот как-то в штыки, начинает сразу упрекать вас, да, говорить вам о том, как вы могли вообще, как вы можете вот это все требовать от него. Окей, хорошо. Кто вы для него? Кто вы для него? Угу. Туз кубков. Прекрасно. Угу. Кто вы для него? Какая-то несостоявшаяся вы любовь, если честно. То есть вы женщина, которая могла бы быть его семьей, которая могла бы сделать его счастливым, но в это не пошла. Как бы он свой кубок любви вам не приносил. Значит, он говорит о том, что первое, вы вся из себя колдунья. Может быть, вы практик, да, по-настоящему, а может быть, вы просто обладаете какой-то, знаете, таинственной такой манящей энергией. Вот, что мужчина от вас балдеет, он не может вас забыть, и его все время к вам тянет, да, и он это воспринимает как вот какую-то колдовскую такую энергию. Она меня околдовала, она меня к себе привязала. Вот, значит, ну, безусловно, у него есть здесь эмоции в вашу сторону, мы сейчас будем смотреть предметно. Вы человек, который его наполняет, да, то есть он очень хотел бы, чтобы вы его наполняли, но между вами уже что-то пошло не так. Он говорит о том, что вы возможная любимая, которая любимой не стала, которая у него убежала из рук, да, утекла из рук куда-то. Вы успели с этим человеком поругаться, при этом как-то вы сами вышли с достоинством из этого. И он почувствовал себя дураком. Да, он почувствовал себя дураком, что ситуация между вами как-то так вывернулась, да, что он почувствовал себя дураком. Ну, а он не любит себя чувствовать дураком. Да, несмотря на такую характеристику и такую сигнификацию, человек себя не любит чувствовать дураком, он в солнце находится, он о себе очень много думает, у него завышенное мнение о себе. И он, конечно, здесь всячески, знаете, внутренне пытается себя оправдать. То есть вот между вами случилась какая-то ссора по башне, да, вы его победили, и с достоинством, наверное, замолчали, да? А он внутренне стал обесценивать вас у себя в голове, да, у себя внутри, для того, чтобы самому не чувствовать себя виноватым в этой ссоре. Это не я глупец, это не я совершил ошибку, это она что-то не то сделала. Да, как бы это, ну, она же взрослая, она же умная, ну что, она не могла мне простить, ну что, она не могла как-то вот лайтово отнестись к моему хамству, понимаете, да? То есть здесь идет вот такое вот отношение. Вы для него важный человек.
важный человек, потому что в вас как раз собрались те самые качества, которые ему в женщине нужны. Это и сила, это и мудрость, это и какая-то, знаете, духовная чувствительность. Вот, вы обладаете как раз материнскими качествами. И здесь, конечно, парень хотел бы к вам прилепиться, прикрепиться. И вот так, как рыбка прилипала, рядом с вами плавать, плавать, плавать и питаться остатками с вашего стола, как говорится. Вот, поэтому вы-то для него человек очень вкусненький, очень ресурсный. Вопрос в том, что он вам ничего дать не может. Здесь настолько пожовой энергии во всем, даже в чувствах, понимаете? У человека все чувства, они сконцентрированы где-то на поверхности, в них нет глубины. А если нет глубины, то он не захочет вас узнавать, он не захочет знакомиться с вашими болями, становиться для вас какой-то опорой. Здесь вообще вот мужчина не способен стать опорой, девочки. Окей, хорошо. Ну, давайте истинные чувства. Посмотрим истинные чувства к вам. Истинные чувства человека к вам. Так, вот смотрите, как тут интересно. Карты говорят, что он даже сам себе неправильно объясняет его чувства к вам. Сам себе он как бы говорит, что он в вас влюблен, то есть что вы являетесь его выбором, и здесь присутствует энергия влюбленности. Но на самом деле этот человек, он как бы выбрал вас, да, с позиции удобности. Вот что нам говорят. То есть он уверен, что он влюблен в вас. Он сейчас по вам тоскует, да, произошла ссора, произошла размолвка. Вы, скорее всего, молчите. И он по вам тоскует, он ощущает себя очень одиноким. Он ощущает, что у него как-то, знаете, не прикрыты тылы. Потому что вы именно тот человек, который может прикрыть эти тылы, успокоить его, как-то, знаете, создать ему какое-то будущее. Ну вот как мама, да, как мама. Вот, значит, сейчас этого не происходит, он чувствует себя каким-то незащищенным, прям птенчиком, выпавшим из гнезда, он себя чувствует. Вот, значит, поэтому он тоскует по вам. Мама, мама, приди, защити меня, говорит он. Значит, и он это все для себя, да, объясняет как любовь. Я влюблен в нее. Если бы не было каких-то препятствий, мы были бы очень счастливы. Но слово «мы» здесь рассматривается, да, в контексте его и я. И я был бы счастлив. Вот всегда, когда он вам говорит или будет говорить, мы с тобой будем счастливы, у нас с тобой будет, да, вы должны понимать, сразу «мы» заменяйте на слово «я». Я с тобой счастлив, у меня это будет. Вот. Но вы здесь рассматриваете все-таки как рабочая лошадка, призванная обеспечить его благо. Вот. Значит, поэтому сам он истинно верует в то, что он вас любит, а высшие силы, да, через карты Таро рассказывают нам совсем другую историю, что все это не так, это все приспособленчество, это все про удобство, это все про контроль над вами. То есть вот это вот сикарашка, да, ничего не добившийся в жизни, мамина сыночка-корзиночка, еще и хочет взять контроль над вами. Понимаете? То есть при помощи слов, эмоций, того, что вы нуждаетесь в
может быть, в любви, да, то есть вот он заметил, увидел, что вам необходимы эмоции, необходима любовь, вы хотите, чтобы вас кто-то согрел, и он готов согревать вас словами, больше ничем, словами, ну, может быть, еще объятиями своими, да, а все остальное должны делать вы за то, что вот он просто есть рядом с вами. И при этом он хочет вас полностью контролировать, чтобы он указывал, да, что можно делать, что нельзя делать, что говорить, что не говорить. Тут, понимаете, я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, да, есть какие-то бытовые вещи и события, связанные с бытовой жизнью. А есть эмоциональные вещи, да, то, что мы чувствуем, что мы себе позволяем в разговоре и так далее. Так вот, когда дело касается быта, он полностью все перекладывает на вас и хотел бы, чтобы вы буквально ему говорили, где у него лежат носочки, где трусики. Супчик вы ему должны приготовить, да, не говорю уже о том, что заработать на этот супчик, приготовить, поставить под нос, а потом за ним убрать. Вот, значит, а когда разговор идет об эмоциональных вещах, о том, вот, как вы будете общаться между собой, да, он хотел бы контролировать эту сферу, чтобы слышать от вас только какое-то восхваление, чтобы вы только с восторгом на него смотрели, не дай бог, что-то там не пятюкнули про его лень, про то, что иди на работу. Понимаете? Ну вот так. Значит, истинные чувства здесь таковы. Он уверен, что он вас любит. На самом деле это разговор об удобстве и о том, что ему с вами комфортно, удобно. Он хотел бы, чтобы вы его жизнь обеспечивали. Вот. Причем всем. И собственной энергией, и деньгами, и заботой, и пониманием, да, и уважением к его величайшей персоне. Вот. Вот такая здесь у нас история, девочки. Благодарю вас, единички. Двигаемся дальше. Ладно. Двоечки еще вас не открыла, а у нас уже страдалец выпадает. Кто таков? Что-то там он пострадал, больно ему бедненькому. Куда-то, откуда-то или куда-то хочет убежать. Не получается у него убежать. К какой-то светлой, счастливой жизни хочет убежать человек. Текст. Угу. Значит, сейчас он находится далеко от вас. И, как не могу понять, но я верчу этот стол. Он все равно у меня как-то карты не так выглядят. Значит, мужчина здесь находится сейчас, в данный момент, в сложном положении. Он находится или в другой стране, да, где у него ничего не складывается. Он рассчитывал, то есть вот там, где он сейчас находится, он рассчитывал заработать очень много денег. Значит, или это другая страна, или это какая-то вахта, куда он поехал, да, или другой город, куда он уехал для того, чтобы заработать денег. Но там не получилось, там какая-то выжженная пустыня для него. Он рассчитывал начать жизнь заново, и поэтому куда-то свалил. Значит, жизнь заново начать не вышло. Колесо фортуны повернулось своей не самой лучшей стороной, стали выплывать какие-то недоработанные вещи. Да, мы же когда куда-то уезжаем, да, в надежде заработать, в надежде открыть новый бизнес или еще что-то, мы забываем, что мы везем с собой себя. И вот когда мы везем с собой себя, мы везем все свои старые установки. Если мы опираемся только на старые установки, то никакой новый бизнес денег не принесет. Вот у него что-то подобное произошло. Он там, куда он уехал от вас, скорее всего, стал действовать таким же образом, как и раньше. Стал делать какие-то привычные для себя вещи. И прогорел. Вот сейчас у человека идут энергии, да, что он теперь оттуда хочет убежать. Вот он куда-то убежал
с места, где он жил, да, или же от вас, имеется в виду. А сейчас он хочет убежать оттуда уже, потому что там ничего не получилось, случились какие-то проблемы серьезные, связанные с деньгами. Может быть, он наделал долгов, и сейчас за ним там кто-то даже гонится. Здесь вот человек в каком-то, знаете, беге находится, в каком-то движении от кого-то куда-то. Он убегает. Вот, значит, при этом это хвостун страшный, он очень любит распушать хвост и говорить, что, боже мой, я такой успешный, я такой богатый, у меня 80 бизнесов есть, я занимаюсь тут криптой, тут хрентой, тут еще чем-то я занимаюсь, значит, и все это приносит мне сумасшедшие барыши. Он очень любит выставлять себя на показ. Очень любит. Не исключу, что он одевается в какие-то бренды, да, то есть пытается показать, что он что-то из себя представляет одеждой. Но у него, допустим, эти брендовые кроссовки одни, замытые, застиранные 10 раз, да, потому что смены никакой нет. Как-то так. Значит, и у него есть зависимости. Есть зависимости, какие-то очень серьезные зависимости. Безусловно, может проиграться и алкоголь, и наркомания, но, скорее всего, здесь у нас игрок. Да, игрок. То есть человек может играть в карты, человек может играть в какие-то онлайн-казино, в каких-то онлайн-казино, ну, в какие-то компьютерные игры. Все это на деньги, все это везде присутствует азарт. И он из-за этого может иметь очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Хорошо. Давайте смотреть, кто вы для этого человека. Кто вы для него? Вы для него. Зависимость вы для него. Но вы не можете сейчас встретиться, вы далеко находитесь друг от друга. Значит, здесь вы являетесь зависимостью этого человека, давней зависимостью, давней. Как будто бы вы знаете друг друга давно, и раньше между вами были отношения очень такие своеобразные. Вроде как это была любовь, больше похожая на дружбу. Может быть, вы вместе с ним работали, да, были коллегами и помогали друг другу всячески. И вот и вы, и он знали о том, что между вами что-то большее, да, чем вот эти дружеские или рабочие отношения. Но, тем не менее, никто не переходил вот эту грань. Да, не было, возможно, секса между вами. Вот как-то так вы продержались, да, на платонической любви, я бы сказала. То есть здесь идет ощущение некой платонической любви в прошлом. Вот. А потом вас разделило расстояние, и у человека появилась такая серьезная зависимость и тоска от вас. Возможно, вы общаетесь через это расстояние, звоните друг другу. Да? У него появилась тоска, у него появилась зависимость от вас. А вот эти вот чувства, такие, знаете, дружеские, платонические, любовные, они как бы остались в прошлом. Вот, значит, безусловно, этот человек мечтал о настоящих отношениях с вами. Он мечтал о том, что вот из этой типа дружбы-любви может получиться что-то еще, что-то серьезное. И вот сейчас, на сегодняшний момент, да, он как бы оставляет вас как некую мечту для себя. То есть вы для него женщина-мечта, о которой он думает, от которой он зависим. Он не может побороть эти мысли о вас, да, внутри себя. И женщина, которая
в будущем, возможно, могла бы стать настоящей любимой. А сейчас пока, да, ввиду того, что у него очень много проблем в его личной жизни, ну вообще в его собственной жизни, да, связанных с деньгами, с каким-то отъездом, переездом, дорогами, пока все это в области каких-то иллюзий. Понимаете? То есть как будто бы он мечтает о вас, мечтает об отношениях, но понимает, что этого может не случиться никогда. Хорошо. Разобрались. Давайте посмотрим его истинные чувства к вам. Его истинные чувства к вам. Вы знаете, если так честно сказать, я не вижу прям каких-то явных чувств в вашу сторону. Наверное, вы давно-давно не общались, потому что вот он прям как-то, знаете, как будто бы вы есть какое-то воспоминание для него. Вот, значит, безусловно, чувства его могут возникнуть, если вы увидитесь, если вы окажетесь рядом. Потому что вы оставили в человеке какой-то след, да, и он, судя по всему, испытывал сексуальное притяжение к вам, хотя делал вид, что он вам просто друг или начальник, да, там, или коллега и так далее. Вот. Значит, он говорит о том, что вы присутствуете в его сердце, но это скорее мечта, иллюзия, фантазия. Этого может не случиться, но если вы окажетесь рядом, он знает, что сердце его будет трепетать, да, то есть сердце его будет в вашу сторону прям очень сильно направлено. Вот, значит, что еще? Вот кроме вот этих, ну, таких, знаете, легких мечтаний в вашу сторону, здесь присутствует осознание того, что он вас очень сильно обидел. Целых 2 карты вашей обиды, как будто бы, знаете, он вам сказал что-то такое, что вас унизило. Вот прям именно унизило. И этот человек осознает свою вину, что зачем я ей это сказал, понимаете? Но даже не так, не зачем я это сказал. Я бы сказала, что он специально это сделал для того, чтобы вас отвернуть от себя. Может быть, ему надо было бежать, потому что у нас здесь бегущий человек, да, ему надо было убегать, ему нужно было уезжать. И он как-то специально вас обидел, унизил, чтобы у вас не болело внутри. Понимаете, чтобы вы обиделись, посчитали его сволочью и, ну, собственно, жили своей жизнью, да, шли в новое, искали что-то для себя лучшее. Да? Вот, значит, но он осознает свою вину, и ему как бы больно и печально от вашей боли и от того, что он это сделал. Типа я это сделал во благо для нее самой, но она об этом не знает, и поэтому она переживает. Она считает меня сволочью, а мне бы, конечно, по большому счету не хотелось бы этого. Да? То есть я все сделал, чтобы она меня считала сволочью, но если заглянуть в глубину чувств, мне бы этого не хотелось. Вот, значит, какое-то время человек за вами наблюдал со стороны, искал о вас информацию, а сейчас он пытается все это в себе затоптать, растоптать, потому что все иллюзорней и иллюзорней становится ваша встреча. То есть, если какое-то время назад он думал, что он приедет, и вот все это начнется, и, возможно, между вами будут настоящие отношения, то сейчас он видит, что у него меньше возможностей для этого. Он такой: так, а может быть, я и не приеду.
да, а может быть и вообще ничего этого не случится. И вот вы все больше и больше уходите в какой-то мир его иллюзий, в мир его фантазий. И все меньше трогаете по-настоящему его чувственную сферу. Как-то так, мои дорогие. Вот так. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Позиция номер 3. Троечки. Королева кубков у нас на мужскую характеристику. Кружите меня, кружите. Кружите меня любовью. Драчун такой страшный. Бог ты мой, бедный. Бедный в плане нищий. Нищий, мечтающий об огромных деньгах. Бог ты мой. Что это? Угу. Так, здесь у нас мужчина, ну, первое, вечный юноша. Сколько бы ему ни было лет, он, в принципе, уже в возрасте короля находится, да, значит, ему, скорее всего, есть 40 и больше. Может быть, и 50, и 60, и 70, и больше. Вот. Значит, он находится в достаточно зрелом возрасте, но при этом он вечный такой юноша. Он мечтает об адреналине, о скорости, о полетах на дельтаплане, о прыжках с парашютом, о поездках на каких-то гонках, там, я не знаю, на болидах. То есть здесь мужчина, который хочет удовольствия, он хочет кайфа от жизни и хочет постоянно получать какие-то вот такие эмоции. Вот, значит, сам по себе человек очень беден. То есть он действительно нищий, у него вообще нет денег. Иногда нет денег даже покушать. Да? Вот. И при этом всем, ложась спать, он мечтает о великом богатстве. Когда-нибудь я стану богат. Да? Когда? Вопрос, если ты уже такой взрослый. Вот, значит, мечтает о богатстве и, может быть, говорит, да, что вот-вот я разбогатею, я вот-вот разбогатею, я вот-вот выиграю в лотерею. Здесь человек может вполне покупать лотерейные билеты в надежде, что сейчас вот-вот стрельнет, да, вот, при этом ничего не делать. Очень сконцентрирован на своем теле и на всем том, что это тело дает, на удовольствиях телесных, да, в частности на сексе. Женщину воспринимает с точки зрения сначала секс, потом все остальное. Да. Всего остального может и не быть, потому что для него важнее всего, конечно, это тело, это секс, это физические тактильные удовольствия, которые женщина может дать. Соответственно, что такое для него женщина? Это некий объект, да, который можно использовать в собственных целях. Вот, значит, мужчина этот привык, что женщины ухаживают за ним. То есть он как-то, знаете, так все разворачивает, поворачивает в отношениях, что вам ничего не остается, как ухаживать за ним. Да, самой первой звонить, писать, приглашать. И вот он полностью ведет себя как женщина в отношениях. То есть он приходит, он может сказать: ты меня пригласила, кто пригласил, тот и платит. Вроде как это шутка, а вроде как и не шутка, и вы платите. Да? То есть он может просить подарки какие-то, он может стоять перед зеркалом, наслаждаться собой, какой он весь красивый, понимаете, хотя он может быть совершенно обычной внешности. Вот. То есть мужчина, который сразу с первой же встречи начинает говорить о сексе, пытаться там что-то такое сказать, увидеть ответ в ваших глазах, он такой, знаете, слащавый, все время какие-то намеки не в ту сторону уходящие. Почему? Потому что он сам зациклен на телесных удовольствиях. Драчун, да, почему драчун? Это значит, что он может в ресторане устроить драку, например. То есть вы сидите в кафе, в ресторане, и что-то там за соседним столиком
кто-то, там, не знаю, икнул в его сторону. Все, он может соскочить, пойти там что-то выяснять отношения. Он считает это признаком мужественности. Знаете, человек, с которым рядом очень неспокойно. Очень неспокойно. Он может создать конфликтную ситуацию из ничего. Буквально. И вы все время будете чувствовать себя, как будто бы вы вот на пороховой бочке находитесь. Вот, значит, человек достаточно такой нарциссичный, несмотря на то, что у него ничего нет. Он верит в то, что он великий, так или иначе. Верит в то, что он отличается от других людей, что он уникален. Вот. И более того, вот здесь может быть человек, который верит в то, что он экстрасенс, в то, что он маг и волшебник. Понимаете? Давайте смотреть дальше. Кто же вы для него? Кто же вы для этой кубковой королевы? Кто вы для него? Кто вы для этой кубковой королевы? Так. Ну, девочки, боюсь вас, конечно, разочаровать, но я бы сказала, никто. Вы для него никто. Вы для него женщина, на которую у него встал. Все. Как бы тут, ну, я не знаю, как можно распространить эту мысль. Вы с этим человеком познакомились, встретились так или иначе. Или в реале, или в интернете. И у него сработал мужской агрегат. Да? То есть кровь прилила к определенному месту, все сработало. Вы ему показались очень сексуальной, очень такой всей как бы вкусненькой для себя. Вот. И он в вашу сторону стал действовать так, как, ну, в общем, научен жизнью действовать, когда ему нужно получить секс. Здесь идет сексуальный импульс и больше ничего. Он ни о чем не думал, ни о каком будущем, ни о каких отношениях. Он вообще не думал о том, что за вами надо ухаживать. Ну вот, вообще, честно говоря, он вас никак не рассматривает, кроме как получить сексуальное удовольствие. Если получится, ну, может быть, сделать так, чтобы получать это удовольствие и впредь. Да, разочек встретились, потом, когда ему надо, позвонил, вы должны были прибежать и, значит, все это дело сделать. Вот, как-то так. Больше здесь ни о чем не говорится. Он говорит о том, что он как-то от вас подустал, что вы много говорите, анализируете, у вас много всяких в голове мыслей разных, которые абсолютно лишние, они абсолютно не нужны, потому что ему от вас нужен только секс. Может быть, даже секс в машине, секс в гостинице. Такой вот что-то такое подешевле, чтобы не надо было тратиться, вот просто так. Или же это вирт. Да, вообще очень похоже на вирт, то есть он вам пишет, пришли свои голые фоточки, да, как бы пришли голое видео и так далее, и вот на это основной расчет, и больше ничего. Здесь все очень блекло, здесь все очень как-то, знаете, бедно со стороны этого мужчины. Нехорошо. Хорошо, давайте посмотрим чувства. Его истинные чувства к вам.
Так, подождите, сейчас разберусь. Интересно, слушайте, очень-очень интересно. Мы с вами видим какую-то мошенническую схему. Очень интересно. Значит, на истинные чувства человек мне выдал очень мощные энергии любви. Да? И учитывая, что мы с вами посмотрели, кто вы для него, а там как бы практически по нулям, я стала задавать дополнительные вопросы картам. Что они имеют в виду? Да, что они имеют в виду? А здесь у нас очень интересный такой перевертыш, понимаете? То есть мужчина этот будет создавать вам, внутри вас, иллюзию безумной любви. То есть он будет показывать вам, что вот вы просто самая любимая из всех любимых, что у вас есть общее будущее, что он ваша любовь на всю жизнь, вы его любовь на всю жизнь. Значит, здесь будет вот это внушение. Человек будет создавать вам или для вас, да, некую фантазийную реальность, где вы безумно любимы им. На самом деле это все делается для того, чтобы вы стали созависимы. Вы стали созависимы и погрузились с ним в энергии дьявола. Здесь человек хочет вас соблазнить, но намерения, я не вижу, чтобы это были финансовые намерения. Может быть, финансовые появятся позже. Сейчас у человека намерение вас соблазнить и ввергнуть вас в какой-то секс необычный. То есть здесь у человека, во-первых, только секс в голове, если честно, да, только эротика, только секс, и ему хочется от вас каких-то эксклюзивных удовольствий. Может, групповых, может, и каких-то садомаза, я не знаю каких, да, но смысл такой, что здесь идут фантазии насчет вас именно в эротическом смысле. То есть фантазия в вашу сторону эротического характера. Простите, кто-то там звонит в дверь мне как раз. Вот, значит, и человек ради получения вот этих вот, ради получения вот этих удовольствий, готов с вами играть какие-то наши девичьи игры, типа «я тебя люблю». Он готов вам внушать любовь для того, чтобы получить от вас секс. Вот. Еще, почему я говорю мошенническая схема? Здесь карты показывают, что человек долго следил за вами, узнавал о вас информацию для того, чтобы вообще впервые к вам проявиться. Ощущение, что человек вас как бы выбрал и назначил своей временной любимой. Ну, вот такая здесь ситуация, мои дорогие. То есть любовь, которую он показывает, да, это не любовь, это какая-то иллюзия, внушение, которое он вам делает для того, чтобы вы на него подсели и начали как бы плясать под его дудку, понимаете? Пока здесь намерение это какой-то эксклюзивный секс.
с вами. А далее там Бог его знает, потому что здесь прям какая-то схема. Да, и у него сексуальное желание есть, и он хочет получить от вас секс. Но почему-то очень много усилий для того, чтобы вы верили, что он вас любит. Понимаете, в чем тут дело? Ну, вот такие истинные чувства, мои дорогие. И я думаю, что звонок в дверь в конце вашей позиции, да, говорит о том, что вы должны прям, это как вот гром среди ясного неба для вас должно быть. Должны вот прям быть очень внимательны и подумать, кто же этот человек, да, что это за человек, почему он так делает, и не вестись на его манипуляции. Ну что, мои дорогие, я вас благодарю за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.